Компрессор на клин класть не надо, ты понял, руками это делай. Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Владимир Исаев, и сегодня мы будем разбираться с гитарной компрессией на примере легендарного MXR Dynacomp. Прежде чем я расскажу, как стоит применять компрессор, я расскажу, что он вообще делает, потому что для многих это загадка. Компрессор условно выравнивает динамику игры. Как это происходит? Когда громкость сигнала гитарного доходит до определенного значения, компрессор срабатывает и начинает всю дальнейшую громкость, которая будет появляться, условно поджимать вниз. То есть из динамичной игры, в которой есть ноты погромче и ноты потише, компрессор условно делает такую колбасу, ровную по громкости. После чего в компрессоре есть дополнительная схема, увеличивающая громкость, то есть условно гейн, который повышает общий уровень сигнала. Поэтому зачастую в компрессоре вы слышите, что, включая компрессор, повышается базовый уровень шума. Это совершенно нормально, так и должно происходить. Соответственно, подводя итог, компрессор выравнивает динамику игры. И за более чем полувековую историю использования MXR Dynacomp на гитаре сформировалось несколько традиционных сценариев использования его, в основном на чистом звуке. Поэтому, в отличие от распространенного гитарного мифа о том, что компрессор на клин не ложи, Если ты четкий пацан, то ты компрессор на клин не ложи. Никогда не ложи, понимаешь? мы сегодня именно этим и займемся и рассмотрим традиционные схемы использования Dynacomp. Ну и начнем с того, что Dynacomp — это любимый компрессор в кантри-музыке. Довольно большое количество кантри-гитаристов используют со своими гитарами компрессию. Конечно, не только кантри, например, тот же самый Марк Knopfler также использует компрессор на чистом звуке. И в основном это нужно для того, чтобы при игре так называемым chicken-пикингом каждая нота и каждое звукоизвлечение было ярким и одинаковым. Как chicken-пикинг звучит без компрессора. А как с компрессором? Конечно, возможно, сразу на слух это не так бросается в глаза, но когда вы играете, поверьте, этот эффект очень сильно ощущается и облегчает игру. Ну давайте еще немножко посравниваем, как звучит chicken picking без компрессии и с ней. А теперь с ним. Без. С ним. Вообще звук Dynacomp довольно характерный и узнаваемый, и в кантри его очень легко услышать во многих популярных альбомах. Кроме того, компрессор часто используется в фанк-музыке для того, чтобы четче была слышна артикуляция мертвых нот, вот таких. Потому что если вы играете без компрессора, разница между сыгранными аккордами и мертвыми нотами довольно велика. Давайте послушаем два примера подряд. А теперь с компрессором. Без него. Тут же, кстати, вы можете обратить внимание, что, включая компрессор, звук сигнала стал немножко тише. Громкость компрессора надо подбирать конкретно под партию, которую вы играете, потому что если вы, например, его используете на соло, ноты изначально не будут такими громкими, поэтому, когда вы включаете компрессор, он как бы поднимет громкость сигнала. Но если вы играете фанк, ваши ноты все и так громкие, скорее всего, компрессор снизит общую громкость. Поэтому для фанка, конечно, я output сейчас подниму, возможно, чуть-чуть снижу sensitivity, собственно, количество компрессии в звуке. Давайте послушаем, как звучат фанковые ноты отдельно по одной. А теперь с Dynacomp. Как вы услышали, при игре рифов по одной ноте в фанке компрессор создает действительно слышимую разницу. Наверное, поэтому Джон Фрушанте из Red Hot Chili Peppers так любит Dynacomp. Ведь послушайте, как классно будет звучать его рифы с Dynacomp. Вот без.
А вот вместе с Dynacomp. Ну и, конечно же, одна из главных ролей компрессора лично в моей игре — это удлинение сустейна при игре соло на чистом звуке. Как правило, соло на чистом звуке очень сильно страдают из-за недостаточной продолжительности ноты на гитаре. Например, послушайте, если я на этой гитаре сыграю одну ноту, она довольно быстро потухнет. Что, вообще говоря, довольно критично при игре соло, особенно в миксе, особенно на концерте, когда очень тяжело контролировать динамику, очень тяжело контролировать звук, если вы себя хотя бы чуть-чуть плохо слышите. Включая компрессор, все эти проблемы, как правило, отступают назад, и звучание становится долгим. И практически, скажем, бесконечным. Опять же, можно подкорректировать sensitivity. Зачем это использовать? Например, если у вас достаточное количество дилея и ревера в звуке, соло с компрессором на чистом звуке не будут сильно уступать соло с перегрузом по выразительности и длине нот. Как слышно, даже на чистом звуке компрессор увеличивает сустейн достаточно, чтобы соло были классными. Но, конечно, такой эффект, как компрессор, надо использовать осмысленно. И есть сценарии, в которых он помешает раскрыть вашу игру на гитаре. Например, если вы играете переборы на звуке пограничном между чистым и перегруженным, и когда вы можете динамикой, условно, тем, что вы сильнее играете медиатором, достать эти перегруженные ноты, компрессор вам это сделать помешает. Например, послушайте вот такой тембр, когда я начинаю играть легко. И потихоньку начинаю увеличивать динамику, из-за чего начинает появляться перегруз. Стоит мне включить компрессор и... Как бы слабо я ни играл, тембр я динамикой не смогу поменять, потому что динамика выровнена. Соответственно, если вам нужно сделать акцент на изменении динамики, не включайте компрессор. Все очень просто. В каком же месте поставить компрессор в вашем педалборде? Поставить его первым, последним или где-то посерединке, может быть, после перегруза и перед всякими эффектами пространственными. Тут у вас, конечно, есть выбор. Но я бы во многом ориентировался на то, какой именно компрессор у вас. Например, Dynacomp любит быть первым в цепи. Почему? Потому что у него нет, например, ручки микса. Вы не можете его подмешать на 30%. Он либо включен на полную, либо его нет. Поэтому, послушайте, если я включу компрессор, включу distortion, в данном случае GTOD, MXR-овский, и после этого включу компрессор после него, то он поднимет, опять же, этот базовый уровень шума, и он станет, мягко говоря, нестерпимым, и так делать, скорее всего, не нужно. Вот послушайте, просто GTOD, а теперь сверху компрессия. Соответственно, это бесполезно. А вот если я включу перегруз после компрессора, и теперь включу Dynacomp, конечно же, шум все равно увеличится, но не настолько. При этом при использовании компрессора после перегруза добавляется некоторое преимущество с тем, что динамику вы таки можете контролировать медиатором. Не динамику, а количество гейна вы можете контролировать медиатором, однако громкость будет выровнена. Все равно не рекомендую такую схему использования. Тем не менее, есть сценарий использования перегруза перед компрессором, ведь тогда вы можете с помощью динамики регулировать количество гейна, однако громкость все равно будет выровнена. Экспериментируйте, возможно, именно такая схема использования вам подойдет. Ну а если у вас компрессор условно студийный, то обратите внимание, как именно на студиях используют компрессию. Ее включают уже после дилея, после ревера, условно, даже после микрофона, которым вы записываете усилитель, ее накладывают вообще в самом-самом конце, часто даже на весь микс.
Для чего все это делается? Это делается для того, чтобы достать все нюансы и мелочи звучания того же ревера, но в целом никак не изменить тембр звучания гитары. Такие компрессоры, конечно же, тоже есть, тоже используются, но Dynacomp — это чисто гитарная история. Первый в цепи — это стандарт использования Dynacomp. А вы используете компрессию? Есть ли у вас такая педаль в педалборде? И, конечно, зайдите в магазин, послушайте, как звучит компрессор, попробуйте обязательно Dynacomp. Это все-таки легенда. Ну, а если уже у вас есть компрессор, то пишите нам в комментариях, какой именно, подискутируем, какой лучше и что вам в нем нравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Ну, на самом деле, там есть еще тема с тем, что, типа, симметричный клиппинг. Извините меня за эти всякие. Короче, овердрайв довольно часто, ну, типа, у тебя волна, а симметричный клиппинг, овердрайв часто только одну половину, типа, перегружает, а вторую оставляет чистой. Поэтому у тебя все время смесь между чистым и подмешанный, условно, подмешанный дисторшн. А у дисторшена всегда симметричный клиппинг и довольно серьезный.